Всем привет! После публикации видео о первой пятерке необычных кулеров я получил много ответов по типу «А как же этот кулер?» или вот этот, например. Ребят, я безумно благодарен, что вы предлагаете мне еще варианты необычных и странных систем охлаждения. Некоторые из них я знал и отложил на продолжение. И вот новый топ-5 самых диких современных систем охлаждения. И да, данный топ наполовину составлен благодаря вашим комментариям. С вами Droid2S, поехали! Начнем, как всегда, с наиболее адекватного, но тем не менее странного продукта. Arctic Alpine Passive. Странный радиатор пассивного охлаждения процессора. Он похож на доисторические системы, но нет, прямо сейчас вы можете приобрести такой для своей системы на AM4 или LGA 1150X, ну то есть 1151 и все тому подобное. Стоит этот кусок алюминия всего лишь 1000 рублей, а рассеять способен до 47 Вт. Вот только требует этот радиатор корпуса с хорошей вентиляцией, да и процессоры с таким малым TDP не так уж и распространены. Если только душить и уменьшать TDP намеренно, а потому для меня остается вопросом целесообразность использования подобной системы охлаждения в современных реалиях. Экономия на одном вентиляторе, являющемся далеко не самым шумным в системе, но это очень странное решение, на мой взгляд. Ну ладно, идем дальше. Совсем свежий, а точнее даже еще не поступивший в продажу продукт, представленный на прошлогодней выставке Computex 2019. Noctua или Noctua Passive Prototype. Кто бы мог подумать, что идеи бесшумного охлаждения не покидают производителей и сегодня. И вот новый продукт от Noctua стремится все туда же. И как и все пассивные системы охлаждения, он тоже требует хорошей вентиляции корпуса. Не знаю, зачем это нужно сегодня, но Noctua либо что-то знают, либо это будет очередной мертворожденный продукт. Вес прототипа составляет 1,5 килограмма, а рассеиваемая мощность заявленная 120 Вт. О цене продукта и о том, будет ли он повторять характеристики прототипа, пока неизвестно. Ну а теперь перейдем к вариантам, предложенным вами в комментариях к видео или же на Пикабу. С треком DB4. Вполне себе серийный корпус для компактных компьютеров, построенных на базе мини-ITX плат. Алюминиевый кубик, а точнее прямоугольник, имеет размеры 26 на 26 на 27 сантиметров. Что касается отвода тепла, то да, этот корпус является одновременно и системой пассивного охлаждения с 6 теплотрубками, контактирующими с одной из стенок корпуса. В стандартном исполнении корпус способен отвести до 65 Вт тепла, но производитель может накинуть еще пару теплотрубок, заявляя, что теплоотвод при этом увеличится вдвое. Несмотря на довольно стильный и современный внешний вид, первая презентация DB4 состоялась еще в 2013 году, но в продажу он поступил лишь спустя 3 года. На данный момент цена кубика составляет 25 тысяч рублей. Да, 25 тысяч рублей за корпус с 6 теплотрубками. Ну а чего вы хотели? Это стиль. Ну что ж, подбираемся к самым интересным, по моему мнению, системам. Kailos NSG S0. Это амбициозный и крайне занятный проект с кикстартером. Да, это похоже на корпус, но это скорее стенд. Тем не менее, выглядит эта система потрясающей, и я бы хотел иметь такую. Но все самое интересное, как всегда, в деталях. Большая часть того, что вы видите, это массивные радиаторы, предназначенные для охлаждения не только процессора, но и видеокарты. Причем в теплотрубках не просто жидкость, а экологически чистый пентафторопропан, который используется в том числе и в пожаротушении. Циркулируя по контурам, он способен отвести и рассеять по заявлению производителя суммарно 400 Вт тепла. Такая неимоверно крутая продуктивность действительно имеет конкурентные преимущества перед традиционными системами охлаждения. Стоимость системы на момент сбора средств в 2017 году составляла 480 евро, но после окончания она повысилась уже до 650 евро. Также при заказе была доступна кастомизация системы посредством окрашивания, но вы только посмотрите, какая милота. Но не все так гладко, как хотелось бы. Судя по тому, что мне удалось найти, корпус так и не был предоставлен покупателям. А 11 февраля 2020 на Reddit появилось официальное сообщение от компании с извинениями и отговорками о том, что они не смогли запустить продукт в серию и о том, как им было тяжело. Прочесть полную версию этой записи вы сможете, перейдя по ссылке в описании. Короче, неудивительно. Как всегда, наобещали гору интересного и провалились. Ну что ж, что же на первом месте моего топа? Ну, этот продукт, в отличие от предыдущего, каждый из нас может купить, и у него есть свои интересные особенности, как в принципе и у каждого из сегодняшней подборки. Monster Lab The Heart. Звучит эпично, но и выглядит соответствующе. Это снова пассивная башня, но уже на материнку и видеокарту вместе. Да, именно так, охлаждение одной башни. Но тут возникает вопрос о креплении, и вот тут и открывается маленький нюанс, ну точнее два.
Во-первых, данная башня способна вместить в себя, да-да-да, именно вместить в себя, только мини-ITX платы. А второе, башня не предназначена для обычного корпуса. Ее возможно установить только в корпус от Monster Lab. И такой комплектик обойдется в 300 евро. Странно, что при этом башня продается отдельно за 180. Весит сама башенка 3 килограмма и может отвести в пассивном режиме 120 Вт тепла от видеокарты и 100 Вт от процессора. Но если включить обдув 140-м вентилятором, то от процессора удастся отвести 160 Вт, а от видеокарты 140. И на сей раз это подтвержденная информация, так как несмотря на цену, покупатели у системы, конечно же, имеются. Ну что ж, вот таким вышло наше третье видео про самые необычные системы охлаждения. Если не видели прошлые выпуски, то вот они перед вами. Кликайте, смотрите, оставляйте свое мнение и пишите о самых странных системах охлаждения по вашему мнению. Может, я и их включу в следующий обзор. А с вами был Droid OS. Всем спасибо за внимание, лайки, колокольчики и все такое. Всем пока.